Еще в детстве я очень хотел научиться круто играть на пианино, но так и не научился. Зато неплохо освоил нецелевое применение эпоксидки, и сегодня как раз об этом. В итоге из этого старого пианино должен получиться винтажный стол. Я решил не реставрировать его, а наоборот подчеркнуть все изъяны и следы, которых появилось порядком за 60 лет. Как вы видите, время не особо пощадило его, поэтому разбирая, я тоже не особо парился. Пару свежих вмятин особо не изменит картину. Задняя часть — это и есть основа пианино, и весит она как самолет, но, к счастью, не вписывается в наше дизайнерское решение. Поэтому отодвигаем его в сторонку и продолжаем разборку. Теперь нам надо получить плоскость, которая по формату будет соответствовать столу, а эти штуковины торчат слишком высоко, поэтому всеми возможными способами удаляем их. Так как я хочу по максимуму сохранить винтажный вид, боковые стойки так и останутся в качестве ножек. Осталось только их аккуратно открутить и отрезать в размер. Следующим этапом подготавливаем столешницу к заливке. Ну и конечно же без старых советских шурупов не обошлось. Не знаю, кто их придумал, но я бы не сел за один стол с этим человеком. Если кто-то имел дело с такими шурупами, думаю, согласятся со мной. Жду братьев по несчастью в комментах. Мне даже стало интересно, сколько же нас таких. По моим подсчетам, эта планка будет самой верхней точкой. И для того, чтобы спрятать ее в смоле, придется залить лишние 10-15 килограмм. Но она обязательно нужна, иначе будет виден резкий переход, что не особо красит картину. Поэтому я решил, что проще всего сделать ее потоньше, чтобы немного сэкономить на смоле, чем и занялся. Затем разбираем конструкцию до основания, попутно находя всякие артефакты. К сожалению, ничего ценного так и не нашлось. Как вы видите, конструкция непростая, и заливать ее смолой было бы глупо и дорого, поэтому делаем замеры для того, чтобы вырезать заглушку. Сперва на лазерном станке вырезаем шаблон из картона. Примеряем его, и когда стало понятно, что все окей, можно смело резать точно такой же, но уже из фанеры. Боковые стойки, которые я аккуратно открутил, надо прикрутить обратно. И тут ничего лучше клея не подойдет. Ну а теперь укладываем заглушку. И при помощи скобозабивного пистолета и обоймы скоб крепим ее по всему периметру. Понятное дело, что на этом пианино уже особо не поиграешь, а вот в Dragon Champions можно играть в любое время и в любом месте. Ведь это та самая мобильная ролевая игра, на которую не жалко своего времени. В ней есть целых 4 сюжетные кампании с продуманным сюжетом, десятки персонажей с уникальной внешностью, диалогами и даже своей историей. Кампании, к слову, это мой любимый режим в игре. Механика привычная. Набираешь лучших героев из полсотни имеющихся в боевой отряд и в бой. Из всего множества персонажей вселенной Корадора мой любимый это Коркрим, а любимый он из-за своего дисбалансового AOE стана, то есть он буквально оглушает всех противников на карте. И выглядит он прям как орк-чернокнижник из Варкрафта. В общем, опасный тип. Для любителей PvP в игре есть гильдии, рейды, рейтинговые бои на арене, а также турниры с крутыми призами. К слову, с гильдой можно не только одолевать сильнейших монстров и давать по соплям древним драконам в рейдах, но и просто знакомиться и лампово общаться в чатике. Кстати, хочешь получить моего любимого персонажа Коркрима
бесплатно. Тогда в игре вводи промокод XGIFT, и помимо персонажа ты еще и получишь другие приятные призы. Суммарно на целых $10. Важно, промокод смогут ввести только первые 500 человек. Так что пока ты смотришь, вполне возможно, что первые 200-300 промокодов уже активировано. Поэтому быстрее скачивай игру по ссылке в описании, вводи мой промокод XGIFT, а я жду тебя в игре. Следующим этапом сооружаем опалубку. Для того, чтобы после снятия опалубки осталась глянцевая поверхность, надо использовать глянцевый материал, как ни странно. В моем случае это остатки глянцевого пластика, а для жесткости крепим деревянный брусок. Все стыки хорошенько промазываем силиконовым герметиком, и так по всему периметру. После чего убираем излишки, для того чтобы полупрозрачный силикон не портил внешний вид после заливки. Поскольку стыков очень много, я не был уверен на 100% в герметичности опалубки, поэтому я взял густую смолу под названием Honey от Artline и решил именно ей пролить первый слой. Если где-то найдется небольшое отверстие или щель, этот состав заполнит ее и сделает опалубку полностью герметичной. Пока первый слой схватывается, я подготавливаю клавиши. В целом я хотел сохранить их максимально в естественном виде, со всеми следами времени. Единственное, что явно выбивалось из картины, так это следы от ручки и фломастеров, которые я удаляю при помощи мелкой наждачки с номером 800. В процессе я заметил, что на первых клавишах есть надписи и подпись. По всей видимости, это автограф мастера, который и собирал инструмент. Мы же решили не изменять традициям и сделали на одной из клавиш свой автограф. Поскольку задняя часть столешницы выглядит очень пусто, я решил отдекорировать ее листами с нотами. Для того, чтобы смола полностью не пропитала бумагу, сперва я покрываю ее лаком. А тут наглядно видно, как бумага слегка пропитывается и выглядит более состаренной, что и требовалось доказать. Вот вам наглядный пример, до и после. К тому времени первый слой смолы высох, и я раскладываю листы. Тут особых правил нет, полагаешься исключительно на свой вкус, ну или отсутствие такового. Теперь их надо также полить небольшим слоем, для того чтобы зафиксировать на своих местах и защитить от более жидкой смолы, поскольку чем более густой состав, тем меньше вероятность, что смола пропитается в бумагу. Поэтому снова льем Honey от Artline по всему периметру и сразу же на нее раскладываем клавиши. В итоге смола высохнет и клавиши будут приклеены и в дальнейшем не всплывут. На следующий день, когда предыдущий слой схватился, можно заливать основной объем. Я решил залить еще один промежуточный слой, для того чтобы прогрунтовать им дерево и еще раз проверить опалубку на герметичность. Но на этот раз я взял более жидкий состав под названием Crystal. Ссылки на все используемые материалы, как всегда, есть в описании ролика. Спустя сутки мы имеем еще один слой и проверенную опалубку. Это важно. Если у кого-то хоть раз убегала смола, тот поймет, почему я столько внимания уделяю герметичности. Ну и конечно же, этим слоем было грех не воспользоваться. Мы решили сделать более объемную заливку. Для этого добавляем еще несколько листов на этот слой, а для того, чтобы они не всплыли в дальнейшем, прихватываем их на суперклей. На этот раз я использую состав под названием Monolith 5, поскольку заливка массивная. Спустя 7 дней возвращаемся к столу. Теперь осталось подготовить и покрыть корпус матовым лаком, чем я и занимаюсь. На первый взгляд можно подумать, что это бесполезное занятие, но по факту поверхность после матового лака выглядит намного приятнее. Вот наглядный пример, до и после.
Теперь осталось собрать все воедино. При помощи клея и парочки струбцин крепим нижнюю часть, а на следующий день все остальное. И в итоге мы имеем вот такой стол. В целом, изначально я его так и представлял, со всеми изъянами и следами от времени. Мне кажется, что это вполне тематично, но очень интересно ваше мнение. Жду в комментариях, спасибо за просмотр и добра от топора.